Сегодня 24 августа 2023 года. Ночью я уже начал подмерзать потихонечку. Вышел я в лес в западном направлении на грибалочку. Так, это у нас вешенка. Да, пахнет как вешенка. Вот, похоже. Да, это вот вешенка. Это вот вешенка. Я ее пока брать не буду, наверное. Оставлю пока. Так, продолжаем собирать грибы. Так, это у нас что такое? Он самый. Он же тот же. Так, вот этот мы не берем. Этот мы не берем. Это незнакомый мне гриб, мы его не берем. Что за гриб, ребята? Напишите. Так, вот тут вот два гриба хорошеньких. Раз и два. Так, вот еще у нас тут непонятный гриб. Пахнет вроде нормально. Червей вроде нет. Не, ребзи не берем. Ну что, ребзя, круг я завершил. Вот здесь вот я начинал свою грибалку в этом месте. И вот вот вокруг пошел вот этой посадочки. Минут за 15-20 ее все обошел. И набрал вот такую вот сеточку грибов. Тут, наверное, килограмма 2 будет, может 2,5. Домой приду, замерю. Сегодня я уже обрабатывать их не буду. Завтра займусь грибами. Грибами теперь надо заниматься каждый день, пока сезон идет. Так, вот этот дрын я, наверное, возьму для косовища. И что я тут еще обнаружил? Вот тут вот натянута веревка. И даже кто-то сушил какое-то белье. Странные дела, ребзя, тут творятся. Странные дела тут творятся, ребзя. Белье кто-то сушит. Странно все как-то. Странно. Кто сушит белье. Стоит стол, туалет. Как будто какие-то заготовщики. Что они тут заготавливают, непонятно. Как будто тут какой-то лагерь. Вон там костер есть. У них тут туалет стоит. Очень все как-то странно. Какое-то это все-таки становище чье-то. Никак не пойму чье. Браконьеры, грибники, наркоманы, коноплянщики. Конопли вроде нет здесь. Очень все странно, ребзя. Так, в прошлый раз я ходил южнее вот этого вот стана, схрона браконьерского или какого. В том направлении набрал кучу грибов. А в этот раз я решил пойти в северном направлении и до дороги в ту сторону. Может, здесь найду грибы, может, металл какой-нибудь. Включусь позднее. Чего вы кричите? У вас гнездо здесь, что ли? Чего вы раскричались, ребят? Сейчас я уйду отсюда. Так, вот такая вот мощная береза. И вот здесь у нее вот такой мощный нарост. Но, как я понимаю, это не чага. Это кап или сувель, как он называется. Да?
Напишите, кто знает. Это кап, сувель. Но на чагу-то он не похож точно. Точно на чагу не похож. Продолжаю свой поход в северном направлении. Грибов пока нет, если не считать той вешенки на пне и того гриба белого, похожего на сыроежку. Вот по такому вот глухому лесу я иду, Ребзя. И тропинка у нас пропала. Все, тропинки больше нет. Так, и вот тут на окраине в березовом лесочке мы нашли наш первый гриб. Серьезный. Вот он. Так, ну это масленок, похоже. Его мы, конечно, возьмем. Масленок мы возьмем. Гриб спрятался. Ну, он что-то какой-то уже не очень-то. Да нет, нормальный. Нормальный. Можно взять. Так, вот тут у нас семейство грибов. Таких вот непонятных. Так, ну сейчас я их оторву, почищу. По-моему, они уже червями пожеванные. Сейчас проверим. Вот такие вот красавчики. Что это за грибы такие? Ну, судя по тому, что их мышки ели, они съедобные. Сейчас я их почищу и решу, брать или нет. Так, и снова у нас вот такие вот грибы. Непонятные. Но они плохие уже, скорее всего. Вот это должен быть хороший. Вот этот свеженький должен быть хороший. Подосиновичек. Этот вот я возьму. Этот я возьму. Так, а мы с вами тем временем подходим к еловому лесу. Интересно, какие тут грибы есть. И есть ли они вообще тут. Вот у нас такой еловый лес. Кстати, попозже надо будет елочек еще здесь молоденьких проростков наковырять, высадить у себя на участочке. Все, нырнули в еловый лес, и грибов тут не видать. Кстати, Ребзи, вот тут полно зверобоя вот этого. Море. А мой сосед продает его по 100 рублей маленький пучок. Он, кстати, заходил ко мне на участок, у меня срезал на участке зверобой. Ну, попросил, конечно, предварительно, я разрешил. Продаю, говорит, по 100 рублей пучок вот такой вот небольшой. Умеют люди делать деньги на всякой ерунде. Я, к сожалению, не коммерс, я вот так не умею, ребята. Так, и снова у нас грибок. Вот он. Неподалеку вот еще один такой же грибок. Ой, ну он уже гнилой, Ребзя. Он уже, Ребзя, гнилой. Такой хоккей нам не нужен. И у нас тут неподалеку вот такие вот красавцы. Два здоровенных красавца.
Так, ну один уже слегка перезревший. Конечно, можно было бы взять в голодный год. Но в этом году у нас год на грибы не голодный. Не берем. Этот не берем, этот берем. Еще тут есть вот такие вот странные грибочки. Что за гриб, кстати, Ребзя, напишите. Ну, я его на всякий случай возьму, а там посмотрим. Еще вот такой вот красавчик вырос. Вот тут вот среди березок. Тут вот я еще один такой маленький нашел. Но что-то он мне не нравится, я его не возьму, оставлю. А этот я, наверное, возьму. Сейчас я его ножичком прочищу. Ну, грибы, в общем-то, есть. Это вот непонятно. Маховик, не маховик. Но у него не масленчатая поверхность, значит, не масленок. Интересный гриб. Тут их много, кстати, сегодня попадается. Таких вот странных грибов. Так, а вот это вот что за гриб я тут нарыл? Но пахнет он как свинушка. Это, конечно, не свинушка, но пахнет похоже. Я его, Ребзи, наверное, не возьму. Так. Поганочка. И вот тут вот у нас торчит опять здоровенный вот такой вот гриб. Но что-то он мне как-то не очень-то нравится. Так, вроде свежий, но что-то не хочется мне его брать. Вот такие у нас тут кабанчики, Ребзи, вот растут. Раз. Вон два. Вон три. Вот этот вот свежий. Этот я возьму, этот красавчик. Видите какой? Этого я возьму. Вот этого, наверное, тоже возьму. А вот этот, скорее всего, уже перезревший. Так, еще у нас грибы обнаружены. Вот в этой вот посадочке. Ну, вот такие старые темные я уже не беру. Ну их нафиг. Старые темные мягкие. Так, а вот этот что за красавчик такой? И вот еще один такой. Это вот что за грибы, Ребзя? Вот такие вот красивые грибы. Я их возьму только чтобы сфоткать и спросить в грибной Википедии, что это за грибы такие. Вот тут у нас, Ребзи, еще грибы. Раз. И довольно свежие. Нет, вот тот, скорее всего, не свежий, а этот свежий. Берем. Смотрите, Ребзи, какие мощные, красивые трутовики на этом упавшем дереве. О, просто красота. Вот он какой красавчик. Так, и снова у нас вот эти вот грибы мощные. Вроде нормальный. Вроде нормальный. И вот этот вот тоже вроде нормальный. Что, берем? Да, давай возьмем. Так, и снова вот такие вот грибы на поляночке тут. Валуйки, не валуйки, непонятно. И снова вот такой же гриб. О, что-то он какой-то
Ножка-то хорошая. А вот нет, и мякоть хорошая. Берем ребзя. А вот тут у нас еще колония каких-то грибов непонятных. Вот это что такое? Что за серые поганки? Я, кстати, их видел. Да. Я их брать не буду, их тут полно. Вон, 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 вон. Вон там их целая толпа растет. Я их брать не буду, но сфоткаю, чтобы вы знали, что это за грибы такие. Вот видите, сколько их тут много. Вот. Вот они, вот они. Вот они. Вот они, красавчики. Тут их полно ребзи, вон. Вон, видите, вон я их настругал вам. Вот они, вот они, вот они, вот они. Вон они. Полно их. Что это за грибы, я не знаю, поэтому я брать их не буду. Но мыши, кстати, их поели, вот видите. Но пахнут они как-то не очень-то аппетитно. Вон они тоже. Их тут полно, ребзя. Их тут полно. Опытные грибники, напишите, что это за грибы такие. Вот такой вот красавец ребзя. Берем однозначно. Вот такая вот ножка чистая, не червивая. Красавец. Вот такие вот грибочки у нас. Похожие частично на волнушки, частично и на грусть. Но это явно съедобные грибочки. Явно съедобные грибочки. Так, и возле самой дороги опять вот эти вот грибочки пошли. Вот они. Вон, и вон там вон. На грибочках. Вон.